Если вспоминать мой первый влог, все начиналось именно здесь. Я имею в виду вступительную речь к первому влогу. То же самое место. Спустя, 3-4 года я снова вернулся сюда, чтобы записать новое вступление к, наверное, самому важному периоду моей жизни, чтобы написать вступление к сезону влогов «Новый мир». Именно в этом влоге, именно в этом сезоне станет понятно, окончательно понятно, сумел ли я достичь того, чего хотел добиться, делая первые сезоны. Именно в плане музыки. Сейчас мы начинаем работу над новым альбомом. Альбом «Новый мир». И это будет самый важный в моей жизни музыкальный проект, по окончании работы над которым станет уже окончательно ясно, брошу я заниматься музыкой или нет. Добро пожаловать, приятного просмотра и запомни, истина уже рядом. Ну что, товарищи, настал-таки тот самый момент, когда все пора прекращать. Короче, сегодня 21 января, сегодня день рождения моего альбома «В путь», ровно год с момента выхода. Я представлял себе этот день немножечко иначе, но как обычно все идет не по плану, и, короче, все, на этом мы заканчиваем, собственно, вот эту вот всю историю. Завтра 22 число. А что произошло год назад, 22 числа? Правильно, мой трансфер в 13-ю вселенную. И завтра, вот уже завтра, я постараюсь повторить все те действия, что делал год назад, и надеюсь, что у меня получится вернуться обратно. Итак, 2020 год. Что можно сказать об этом? Да ни хрена хорошего. Типа, он начался максимально странно и продолжает идти не менее странно. Сейчас уже все события точно не припомню, но примерно было так. В начале года Америка бомбит Иран, кажется. Вот, те им отвечают, что-то начинается какая-то непонятная хренотень. Через некоторое время начинает гореть Австралия. Сгорают австралийские леса вместе с животными и всем тому подобным. Дальше. В Африке нашествие саранчи. Наверняка были еще какие-то такие вот мелкие моменты, вот по типу как нашествие саранчи в Африке, которые типа пролетели и про них забыли благополучно. Но самый вот пиздец происходит сейчас, на данный момент. Это всемирная эпидемия коронавируса, которая началась где-то в Китае, и спустя буквально месяц, кажется, добралась уже до России и, короче, вообще до всех остальных стран. И да и вообще, типа, всем пиздец. Я хотел начать это видео с чего-то интересного, с чего-то веселого, но то, что происходит, вот эта обстановка в мире не дала мне этого сделать. Так что начнем с этого. Начнем с эпидемии.
меня есть мое ранчо, и если что, я уеду туда. Вот. Мы будем держать оборону на протяжении всего времени эпидемии. Будем выращивать себе продукты пропитания, строить новое общество и отстреливаться от зараженных, которые будут пытаться захватить нас. Ну, типа, у меня такие планы. Вы понимаете, я последние 5 лет к этому готовился. 4-5. Вот зачем, вы думаете, я каждое лето езжу на ранчо и что-то там делаю? Выживание. Выживание. Грустно? Нет, похер. Ну так вот, собственно, к чему я вообще вел весь этот разговор? К тому, что сегодня самый идеальный момент для того, чтобы снова начать снимать жизнь, потому что в любой момент может случиться что-то интересное. Ну и, пожалуй, с этого и начнем. Приятного просмотра. Значит так, рассказываю. Первое и самое дерьмовое, самое печальное. Мой телефон, вот этот прекрасный телефон, тачскрин, накрылся. Куча хлама. Сегодня поедем с Ваней к его знакомому в УМУ. Короче, он посмотрит мопы, и если его можно сделать, подделай. Второе. На работе меня отправили в отпуск. В неоплачиваемый. 2 недели. Это связано с вот этой вот гребаной пандемией коронавируса. И типа... Знаете, раз уж на то пошло, типа... В городах вот эта вот истерия по поводу пандемии. И почему бы не уехать в Дипсивиль и не начать работать над альбомом? Впрочем, знаете, мы же... Ой. Что-то меня передернуло, так резко нахлынуло что-то вот. Сегодня у нас 2-й день карантина. Ну, то есть, как карантина? 2-й день типа карантина, потому что все же не стоит забывать то, что мы как бы живем в России, а здесь в большинстве случаев все делается халатно. И я не знаю, типа, ну, такое себе. Сейчас время 14:12, и я не могу сидеть дома целый день, типа, ну, особенно если дома есть все. Если бы я был один, то да, я бы что-то, не знаю, что-то бы придумывал, делал, но я не могу сконцентрироваться, когда дома сконцентрировались кто-то еще, кроме меня. Но я нашел, типа, в этом и плюсы. Сейчас, пока вот вся эта тема вокруг происходит, очень хорошее время для того, чтобы навести какие-то мосты, по которым можно будет шагнуть куда-то дальше на своего рода следующий этап в музыке, я имею в виду. Да, может, даже и в видео. Вот. И, собственно, за все то время, что началась эта пандемия
ковида в России, за это время я сконтачился с довольно-таки хорошим количеством людей, нашел для себя каких-то новых исполнителей, и это очень даже хорошо. И сейчас, значит, я расскажу, что вообще происходило последние 2 месяца моей жизни. Я заблудился немножко. Короче, пока я ищу, куда кинуть свою задницу, посмотрите, какая классная мне пришла посылка еще до массовой пандемии. Вот прямо сейчас. Сегодня мне пришло 2 посылки. Одна из них это, скорее всего, то, о чем я думаю. Я не знаю, что там внутри. У меня приложение AliExpress не открывается, я не могу посмотреть, где мои заказы. Если я не ошибаюсь, то это моя самая дорогая посылка вообще за всю мою жизнь. Сколько она стоила, я, конечно же, не скажу, потому что сумма слишком большая. А большая она, потому что это коллекционная штука, которую было очень сложно найти его непосредственно коробке, в оригинальной коробке. Так. Какой-то странный ништяк. 2 странных ништяка. Я волнуюсь. Главное, коробку не испортить. Блин, коробка чуть помялась. Готовы? Я тоже. Для меня, как для фаната, это очень волнующий момент. А я очень большой фанат. Это что ж такое-то? Коробка помята, но черт подери. Это чертов фейсхаггер. Это чертов, мать его, фейсхаггер из фильма «Чужой». Материал очень приятный. Я теперь буду с ним спать. Начнем обо всем по порядку. В некоторых моих видео можно было услышать, глупый ветер, можно было услышать песни одного замечательного исполнителя, за которым я уже довольно-таки долгое время слежу. Это Метакс. Вот.
И у меня была мечта, чтобы однажды он принял участие на одном из моих треков. И, собственно, в январе, кажется, я с ним списался, рассказал свою историю того, как я вообще познакомился с его творчеством, и предложил сделать совместную работу, совместную песенку, на что через некоторое время он мне ответил, типа, да, хорошо. Типа, не то, что да, хорошо, а он сейчас сам работает над альбомом, и отписал, что если у меня нет никаких дедлайнов, то я могу прислать ему демку, он ее послушает, и если он сочтет, что ему комфортно на этом бите, комфортно именно в той среде, которую я ему предлагаю, то почему бы и нет, он готов отписать свой куплет. В прошлом году, в январе, нет, наверное, позже, уже ближе к весне это было, я об этом рассказывал, со мной списался Овертайм, предложил поучаствовать в его конкурсе, я отписал куплет, все хорошо. И из людей, которые сдали свои треки, я выделил для себя парочку исполнителей, которые, ну, типа, более-менее прикольно сделали, но один из них показался мне максимально как-то близким по звучанию к моему, максимально интересным для меня. Это Катар. Не помню когда, кажется, с месяц назад или в начале этого месяца я с ним списался, предложил ему бахнуть куплетик на песню о боги, я забыл название своей собственной песни, «Парад планет». Вот. Я прописал демку, скинул ему, и он типа... Вообще он как бы батловый MC. И сказал, что типа ему нужно сейчас доделать трек на батл, после чего он типа может взяться за написание куплетика. Ну, типа ему приколола вот эта сама тема, атмосфера. Вот. Я, значит, ждал, и в итоге что-то все пошло не так, и он отвалился. Написал мне, что типа не может написать что-то хорошее, а писать говно он не хочет. И типа в этом плане я его понимаю, и я его вообще не сужу. Я продолжу следить за этим человеком, и, возможно, в будущем мы что-то сделаем. Вчера я списался еще с одними ребятами. Их команда называется Шлейф Squad. Я случайно наткнулся на них в SoundCloud, и меня очень сильно приколол вот этот трек. Это дерьмо просто вау, сколько бы я не долбал. Я курю препарат, и он ушторил в дрова. Я собрал по частям реактивную дрянь. Я все время крошил, я городу репуля. Вот. Вчера я, значит, списался, зашел в их паблик и написал сообщение в непосредственно группу. Сказал вот эту историю, то, что я случайно наткнулся на них на SoundCloud, меня прикололо, и хотел бы, чтобы они поучаствовали. Мне ответили, типа, да, хорошо, скидывай демку. Ну, администратор паблика, скорее всего. Типа, я разошлю ее ребятам. Вот, и я надеюсь, кому-то приколит, и они отпишут куплетик. Когда отвалился Катар от трека «Парад планет», я решил, почему бы не эти ребята. У них тоже такой космический вайб. И мне кажется, это будет прикольно звучать. Через команду Шлейф Squad я вышел еще на одну девочку, и, в принципе, примерно в одно и то же время. Дарья. Типа ссылка на YouTube, не знаю, на паблик, на что-нибудь. Вот. И я планирую с ней тоже сделать один тречок. То есть на альбоме будет... Я надеюсь, что на альбоме будет достаточное количество совместных работ. И самое важное, что я забыл сказать. Если Метакс сольется с трека «Планета тюрьма», если он не сможет писать куплет,
то на этот трек я хочу пригласить, угадайте кого? Сашу Скула. Почему бы и нет? Попробовать в любом случае стоит. И на этой прекрасной ноте, думаю, наверное, нужно немножечко подытожить. Ну, в общем-то, карантин не карантин. Никакого тебе режима чрезвычайной ситуации, никакого карантина. Просто, типа, самоизоляция. Потому что наше правительство слишком... как бы это сказать-то? Ладно, замолчим этот вопросик. Я ожидал, что будет гораздо веселее. Типа, я думал, будут, не знаю, там... ну, может, не толпы зомби по улице ходить, но, типа... я не знаю. Я ожидал, что будет пожестче что-то. На это вот это, ну что это? Это даже снимать нечего. Я вот, типа, просидел неделю дома и... как бы, ну, ничего вообще не снял. Так, пытался что-то помонтировать. В итоге ничего не получилось, потому что монтировать-то нечего. Да. Не такого я ожидал от этого месяца. Даже не то, что от этого месяца, вообще от этого года я не такого ожидал. Хотел бы сказать, что все идет хорошо, но... тихо. Но пока что все идет нехорошо. Я думал, типа, вот эта самоизоляция, это будет так здорово. Столько времени можно провести дома, можно сделать столько всего интересного и полезного, но... я пытался поработать над альбомом, но что-то не выходит. Я, наверное, должен рассказывать о состоянии грядущего альбома, потому что, как бы, данное видео для того и снимается. Все идет максимально не по плану. И, как бы, ну, стоит понимать, что это все же я. У меня нормально никогда ничего не бывает. Ну, почти никогда. О состоянии фитов. Первым с трека отвалился Катар. Я нашел ему замену в лице команды Шлейф Сквад, которые уже, ну, довольно-таки много времени прошло. Возможно, даже недели, может и нет. Но типа вестей от них все еще никаких нет. Произошел еще один побег, назовем это так. На трек «Планета Тюрьма» я хотел пригласить человека, известного как Метакс. Он мне отвечает, что типа не видит себя на этом треке. Он подкрепил это тем, что трек слишком серьезный, слишком какой-то оксимироновский. И он приписал, что типа ему не нравится тупое дерьмо. Ладно.
Я как бы на него не обижаюсь, это его мнение. Короче, он слился. Если с этого трека слился Метекс, то я планировал пригласить Сашу Скула, что я, в принципе, вчера и сделал. После того, как мне Леха сказал, что, типа, нет, извини, я не вижу себя на этом треке, я, типа, списался и скинул демку Саше Скулу. Сейчас вот жду, когда он ответит, а он не отвечает почему-то. Тагир, ответь, пожалуйста. Вот. Потому что, типа, знаете, я, ну, как бы, если Саша Скул сливается, то я зову из КСа. Почему сразу не его? У меня была мысль о том, чтобы сразу позвать его, но хотелось, знаете, здесь продумано все с такой точки зрения, что мне нужны какие-то имена на альбоме. Естественно. Но это не первостепенная задача. Мне просто люди, которым я предлагаю подписать куплетосы, мне нравится их музыка. Это в первую очередь. А во-вторых, это уже как раз-таки привлечение какой-то новой аудитории. Если сольется Шлейф Сквад, если они тоже не захотят отписывать куплеты, то это будет полнейший фиаско, поскольку я понятия не имею, кого можно еще пригласить на данный трек. Прям вот даже вообще никаких мыслей нет. Пока что. Ну, придется ковырять SoundCloud, промо-диджей, выискивать таких же, как я, ноунеймов. Есть концепции, есть музыка. Ну и пару строк накиданных. Ну, припев, может, готов. Вот. На этот трек я хочу пригласить одну девочку. Я на нее по-моему, я уже об этом говорил. Дарья. Ну и что это? Мне, конечно, нравится делать исключительно сольные работы, но пора уже привносить что-то новое. Вот только при вношении это не получается. Ладно, я надеюсь, что все будет хорошо. Прям вот искренне верю. Если нет, то... Да насрать вообще. Угу. Апрель, да? Если вы досмотрели это до конца, то знайте, в Ютубе все очень удобно. Подписаться на канал с этой стороны. Там же нужно нажать на колокольчик. С другой стороны экрана нужно поставить большой палец вверх. С той стороны, где была подписка, можно поделиться этим видео в любом удобном для вас месте. А вот внизу специальное окошечко, туда можно писать комментарий. Здесь предыдущее видео, здесь следующее.